Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Внезапное событие августа. Что вы не сможете проигнорировать, мои дорогие? Что будет в августе для вас каким-то неожиданным и поворотным моментом в вашей судьбе? Давайте будем узнавать. И карты старинного цыганского пасьянса нам и расскажут, и покажут обо всем, да, раскроют нам какие-то тайны. Кстати, тайны могут быть особенно под конец месяца за счет полнолуния или лунного затмения в рыбах. Но обо всем по порядку. Август будет самым насыщенным, скорее всего, месяцем этого года. И именно за счет коридора затмений. В целом, августовское небо не говорит нам о том, что давай торопись, Водолей. Нет, но оно требует, если не спешки, то каких-то, знаете, как новой формы участия. Или требует от нас каких-то правильных расчетов, по крайней мере, присутствия, как в моменте здесь и сейчас, аналитики, а это по вашей части, интеллект. И открывается у нас новолунием 12 августа, что соответствует солнечному затмению в знаке зодиака Лев. И это совершенно новая энергия. Это именно какая-то новая дверь возможностей перед вами открывается. И вот это начало коридора затмений до конца августа для вас какой-то новый сюжет, может быть, новый смысл самовыражения. Но и в принципе тут может быть много новых смыслов, желаний, намерений и целей. И если мы говорим полнолуние, которое соответствует 28 числа частичному лунному затмению в рыбах, это эмоциональная трансформация. То есть есть какая-то тема в вашей судьбе, которая, знаете, как настаивает на пересмотре, на высвобождении определенной энергии. Это всегда связано с прошлым. И у вас по пасьянсу выпадает, посмотрите, вот этот очаг, как семейный очаг, вопросы дома или вопросы, для кого это актуально, может быть, переезда или планируемого переезда, куда вы намереваетесь, что вы намереваетесь осуществить. Но, кстати, и у нас, кстати, в тему Венера будет находиться с 7 августа и до конца месяца именно в весах. И Венера, планета малого счастья, мы говорим, это вопросы благополучия, дома, быта, любви, ну и денег, конечно, тоже. У кого-то могут совпадать с ремонтом дома, или когда вам захочется что-то обустроить, или вам как жилье сделать, может быть, комфортным, тоже может захотеться. Или просто вот, если мы говорим даже, да, как вложение самого себя, или вложение имеется в виду именно для собственного комфорта. Но еще один транзит у нас будет Солнце в Деве, мои дорогие, Венера в Весах и Солнце в Деве. С 23 числа открывает сезон порядка в разных сферах жизни, но это будут более такие земные и гармоничные энергии. Вот такие планеты, и у вас помимо того, что выпадает домашний очаг, смотрите, в одном квадрате у вас как будто совпадает еще и с ангелом. Есть какая-то персона, которая... Ну, как добрый помощник, советчик, тот человек, который за вас переживает. И рядышком у нас один из символов Меркурия, корабль. В этом пасьянсе это исполнение желания, какого-то одного желания, да? Но ведь это карта перемен, причем добрых перемен, каких-то возможностей. И вот смотрите, у вас выпадают весы, вот правда, Венера... Если мы говорим в весах, да, с 7 числа, договоренности какие-то вам явно тут придется осуществлять с кем-то, ну, может быть, заключать какой-то компромисс почетный. Может быть, вы сами окажетесь в такой ситуации, когда вы видите лучше договориться, нежели какую-то конфронтацию продолжать. Для кого-то из вас может быть и спорный вопрос, или ваши сомнения. Вот где-то баланс вам придется точно удерживать. А посмотрите, что-то интересное может быть, потому что бокал – это гости. Либо к вам, либо вы к кому-то в гости можете отправиться. Так, интересно, давайте узнаем дальше, что нам тут еще расскажут и покажут. У вас может быть такой момент, когда, смотрите, тут правда какая-то тема, которая может быть, кстати, сопряжена отчасти, да, с домом, или, может быть, с какими-то даже документами, почему я говорю. Так, у вас выпадает еще и книга, когда нужно согласование провести или узнать, как в отношении вас работает закон. Почему? Когда книга – это всегда
По картам пасьянса учреждения, офисы, официальные лица, ну, как мы говорим, казенный дом. И, может быть, у кого-то из вас, кстати, сложится так обстоятельства, когда вам, правда, вам как это помогает прояснить какую-то ситуацию или словно понять, на каком вот четко небе я нахожусь, или какой-то вопрос, который долгое время, кстати, не решался, здесь у вас может проиграться вдвойне, потому что, смотрите, у вас корона, символ власти. И, конечно, корона – это ваши ресурсы, это у вас сейчас сильная позиция, но, скорее всего, так будет складываться жизнь, судьба. В августе месяце, когда и у вас может быть вот как раз больше таких контактов, которые касаются людей, которые не совсем принадлежат к вашему привычному кругу, да, и это может быть как руководители на работе, но вот как-то так будут складываться обстоятельства, когда придется чаще, может быть, обращаться к руководителю, но это могут быть, опять же, вот какие-то высокие инстанции, когда вам тоже, может быть, придется договариваться. Вот договариваться придется. Тут по всем по фронтам весы, значит, какие-то действия вам придется предпринимать, причем такие продуманные все-таки весы. Если мы говорим уже о знаках зодиака, как и вы, знаки зодиака стихии воздуха, это олицетворение интеллекта, холодная голова вам в помощь, мои дорогие. Ну и ангел в помощь, нам карты об этом сказали. Но многое вашей власти уладить, даже, может быть, те вопросы и темы, которые прежде не удавалось. Ну и надеемся мы сами на себя. И, видимо, даже если один человек, это в наше сложное время более чем достаточно. Какая-то красивая, гармоничная у вас такая, может быть, обстановка, даже если предварительно, может быть, в июле создалась. Или на начало, кстати, на начало августа у нас, потому что август начинался немножко в других энергиях. И когда вот у нас уже Венера оказывается в весах, вот более такие теплые, такие энергии, которые больше способствуют именно не конфронтации, а договоренностям. Они приходят в нашу жизнь. Ладно, пойдем с вами дальше. Итак, что скрывает август? Что для вас скрывает август? О чем вы не знаете, не предполагаете, а придется этим заниматься. И если мы сказали, что новолуние и полнолуние создают этот коридор, и по новолунию что-то новое, дверь новая открывается, а по полнолунию это что-то вы будете завершать, что-то закрывать сами. Поэтому что уйдет, мои дорогие, ну и что же придет взамен? Что будет продолжаться на последующий период, и может быть это как раз осень. В чем ваша фортуна? В чем вам помогают высшие силы? Какой вопрос вы сейчас можете решить, ну, может быть так, знаете, на раз и то, что вот именно приходит с поддержкой высших сил. И последняя карта, что внезапно, может быть, это совершенно вот как снег на голову неожиданно для вас будет. Давайте рассмотрим такой вопрос, с чем это связано. Ну, может быть, у кого-то кто или что появится неожиданно, у вас еще тем более тут гости. Итак, что ж там за тайны? Король кубков – это может быть какая-то тема, которая связана с личной жизнью, с любовью. Я, кстати, такого не исключаю. Для кого-то из вас это может быть и близкий человек, и родственник, да? Но может быть и история любви. Может быть, тут вы что-то узнаете о человеке. И у нас с вами такой период, когда на каждого из нас, на любой знак зодиака оказывают влияние именно обстоятельства, которые сложились. Или пусть даже в жизни других людей, с которыми, точнее, мы в контакте. Вот у людей что-то меняется. И это каким-то образом, ну, или вы там принимаете участие, или это каким-то образом касается вас. Так что же там скрыто? Здесь может быть ситуация с конкретным человеком, которая была не прояснена какое-то долгое время. Может быть, это касается конкретного, да, случая, темы или каких-то ваших взаимоотношений, когда прежде была путаница. Путаница заканчивается. Туз мечей, какое-то однозначное решение. Или вы можете сами получить, когда, как известие, да, от человека. Кстати, человек может быть рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. И может быть это даже с работой связано, я не исключаю, да. Не все люди, кстати, знают свой асцендент, но и по полу карту мы тоже не рассматриваем.
Хоть у нас и король, это может быть и женщина, почему нет? У кого-то такие совпадения. Я всегда говорю, туз мечей – это выход из лабиринта, какая-то точка. Кстати, это как и точка нового отсчета, но это еще и точка невозврата. И вот правда, тут вы будете подводить что-то к итогу. Так что это выяснится? Что было скрыто, а станет явным. Вот как раз полнолуние, да, конец месяца, перед нами может открыть вот то, что было тайным, и оно всплывает на поверхность. Вы можете узнать какую-то правду о человеке. Вы можете сами, может быть, своим умом, путем вот такого рационального размышления, холодной головой, прийти к выводу, что, а нет, не все тут так однозначно, кто-то с вами хитрит. И эта прежняя история может быть вам дана как пересмотр, потому что тройка мечей – это всегда любая тройка – карта будущего. Но она идет в том контексте, что эта история нам знакома. Это карта выздоровления. Когда прежде мы словно кричали от боли, или была какая-то некрасивая, может быть, очень некрасивая ситуация, когда вы не могли с этим ничего поделать, а у какого-то человека была более сильная позиция. Нам пришлось принять, вот как случилось, так произошло. Но мы, понятно, мы с этим не согласны. Мы потом какое-то время словно болели, поэтому сейчас идет выздоровление. Вот что скрыто. Вы можете узнать какую-то новость или правду о каком-то человеке, или, может быть, какая-то прежняя история, она о себе напомнит, но в каком-то новом ключе. Для чего? А чтобы окончательно какой-то выход из лабиринта был совершен. Здесь какой-то будет поворотный момент именно с той историей или с человеком, который вам хорошо знаком. Пусть у кого-то это любовная история, у кого-то ведь по работе. Здесь может быть пересмотр, я все-таки допускаю. К примеру, это могут быть иногда по этой карте, все то, что нам показывали, карты, это может происходить с учетом карт пасьянса, к примеру, когда вы даже именно по документам что-то хотели оформить, а у вас не получилось. Может быть, это будет у кого-то с домом именно связано, с вашим жильем. Может быть, и важные документы, которые касаются вашей личности. Что-то у вас прежде не получилось, не срослось, не прошло, вам отказали. И здесь тоже вы можете узнать, например, правду, или когда несколько видоизменились законы. Будет какая-то лазейка, когда вам нужно держать, правда, руку на пульсе, и где-то карты будут говорить, если есть какая-то тема, мои дорогие, когда в ваших интересах что-то согласовать, что-то получить, здесь может быть какая-то история, даже если прежде это был именно знак минус, как какое-то окончательное решение, здесь вам придется это пересмотреть, и вам как карт-бланш дает судьба, потому что это карта успеха. Но это карта скорости, перемен, эта карта говорит еще и о том, что нам придется действовать и где-то рассматривать альтернативные варианты, а это по вашей части иррационально, но и, скорее всего, не оглядываться назад, все-таки карта говорит. Поэтому я не исключаю, что для кого-то из вас закопать топор войны, правда, будет нужен, просто необходим какой-то почетный компромисс, может быть, и с близким человеком. Но, кстати, у кого-то ведь может проиграться именно как знак зодиака рак или человек, который имеет асцендент именно в этом знаке. Потому что, как ни странно, колесница это касается именно рака. Иногда карта может давать такую подсказку. У кого-то тема будет связана с автомобилем или с какой-то дальней, может быть, поездкой. Или, пусть это даже по работе, с перемещениями. Может быть, перемещениями, которые касаются вашего офиса или графика работы. Здесь тоже будет что-то меняться, да. Это может происходить именно, у кого как, да, перекладывайте на себя и берите ли что откликается вашей душе. Но тут, правда, перемены вы не отмените в августе. И это то, что вы не видите. Так что уйдет? А пусть уходит. По 8 мечей это карта нашего искаженного восприятия. Это карта наших страхов. Вам как палитру новую открывают возможности. Карта императрицы, это не уходит. Но это где-то свидетельствует о переломном моменте, когда вы можете, может быть, видоизменив какое-то свое представление. Или
взаимодействие с конкретной персоной, изменить свой статус. И тогда карты будут говорить о чем? Точно. Вот смотрите, была какая-то история не очень лицеприятная. 8 мечей закончилась ничем, или какой-то вашей глубокой философии, в которой вы могли подзастрять. Это прежний период был. Может быть, у кого-то тянулся месяцы, у кого-то годы. Но ничего не могли поделать. И вот будьте внимательны, кстати, мои дорогие любимые водолеи. У нас с вами период августа таков, что нам как пространство даст возможность. Но вы можете чувствовать, словно вы на выборе. И где-то туз мечей может об этом тоже говорить. Потому что есть воспоминания, которые со знаком минус идут, да? Или это конфликт, или когда, мы не договорились, а потом, вот как оказались, застрявшими в неком болоте собственных мыслей. И выбираться всегда оттуда очень тяжело. Это как бездонный колодец с билетом в один конец. И вот теперь будет очень важно, какой вердикт вы вынесете. Я бы сказала, вот то, что я говорила до карт, не время спешки. Но спешка – это не значит, что, понимаете, тут ведь по-разному можно спешить. Можно действовать на импульсе, и вот как раз эта подсказка больше импульса касается. Так вот, может быть, такое место импульсу, когда вы кому-то захотите сказать «нет», вот резко прямо, понимаете, кому-то отказать. И тогда, мои дорогие водолеи, помните, что если вы кому-то говорите «нет», это может быть такой поворотный момент, когда потом «да» сказать уже не получится. И вот где-то это состояние, как будто на кону, ваша радость, ваша, как смена вот вашего статуса, смена, вообще, я бы сказала, качества жизни будет стоять на кону. И если мы так наотмашь кому-то говорим «нет», то потом вспять мы эту историю уже не повернем. И нам может дать какой-то момент наша судьба, когда мы к этому внутренне не готовы, к этому диалогу. А он совершенно внезапно состоится. Почему? Человек готов к этому. Или какая-то ситуация для нас, вроде бы мы считаем этот момент неподходящей и думаем, предложил сегодня или предложила, значит, этот разговор мы продолжим завтра. А завтра это не продолжится. Вы можете оказаться в такой момент или в такой ситуации, в таком сюжете жизненном, когда нужно быть очень внимательным, когда вы говорите «да» или «нет». Что придет взамен? Вот, видимо, вот этот выбор, кстати, который вам придется делать, вот его нужно будет сделать вовремя. Потому что 2 мечей, вот именно нам говорят, казалось бы, мечи – это интеллект, а глаза как будто закрыты, да? И посмотрите, крылья. Кстати, крылья – один из символов Меркурия. Если мы вспоминаем посох Меркурия или жезл Кадуцея, там ведь тоже крылья. И Меркурий, и очень символично, мои дорогие, где-то Меркурий это как Солнце в Деве с 23 числа, а планета-управитель Девы это Меркурий, но если мы тут вспоминаем о близнецах, Уране в близнецах, и это, кстати, Уран, ваша планета-управитель, то тут опять же может быть такая конфигурация, когда и сердцем надо делать, понимаете, и Меркурий ведь это олицетворение коммуникации, и значит правильно договориться, но ведь это еще олицетворение перемен. И все то, что я говорила, где-то эта карта подтверждает единственную сложность выбора, как тут соединить и чувства, и холодную голову. Вот это будет, как придет взамен, мои дорогие, в этих энергиях вам придется, и тогда праздник будет. Вот эти энергии для вас будут необходимы на весь период августа, что придет взамен. Но это вы сами. Добавить чувств или не упустить какую-то возможность, мои дорогие. Вот здесь вот что-то будет. Хочешь как будто праздник, значит, надейся сам на себя, ведь это карта эксперта. А для кого-то это будет означать еще и дополнительные как специалисты. Ведь всегда идет по этой карте тот человек, который, кстати, работает по приказу. Чиновники, юристы, адвокаты, иногда врачи. Иногда люди, работающие с металлом, люди в погонах, вот тут у каждого по-разному, но это и всегда аналитика. Но вот как будто чувств какой-то вопрос, вот, или знаете, что придет взамен? Себе как будто не отказать в чувствах.
Не все вопросы будут решаться как-то жестко, и когда вот через вердикт нет. Будьте внимательны. На кону ваше счастье, на кону ваши чувства. Так что придет взамен еще? Тут какая-то пара. Может быть, эта пара говорит о двух сложных людях, которым сложно договориться. Двух самодостаточных людях, когда у каждого свои планы, у каждого, может быть, и свои предпочтения, но посмотрите в одних энергиях. То есть вот как есть, да, и вот двойка мечей, когда думают оба, и мы говорим, что придет взамен. Какая-то, знаете, как история с конкретным человеком, как вы связаны по судьбе. Должен состояться праздник, что придет взамен. Мы иногда говорим по тройке кубков любовный треугольник. Или пусть это даже не треугольник, не третье лицо, а третьи факторы. Вот раньше не получилось, а я говорила, у кого-то документы или какая-то обстановка в мире, между прочим. А почему нет? Опять же, факторы могут быть разными. Вот здесь как-то нужно правильно, рационально и по сердцу делать какой-то выбор. И это что вам приходит взамен? Что будет продолжаться? Ух ты, тут скучать будет некогда. И на осенний период тоже я называю эту карту доброй трансформации. Неожиданное известие. Может быть, неожиданные известия, которые связаны со средствами массовой информации. По этой карте мы получаем неожиданную возможность или неожиданную возможность создать какой-то документ, подготовить документ, согласовать какой-то документ. Может быть, и сама по себе какая-то бумага. Здесь может быть неожиданное решение человека. Неожиданное человека решение, которого вы хорошо знаете. И, внимание, для вас, знаете, что будет продолжаться. А тут есть какая-то персона, которая действительно участвовать готова в вашей жизни. Но все-таки, вот я только что говорила, нам придется договариваться, нам придется, может быть, не только с позиции «вот я хочу так», а учитывать именно то, как хочет человек, на что способен, что может сделать человек, на что готов, насколько глубоко готов продвинуться в каком-то вопросе или углубиться в какую-то тему. Тут есть ваше желание, есть желание другой персоны. Вам придется и свои, и чужие в какой-то единый, гармоничный, но узор сложить, будьте к этому готовы. Потому что когда выпадает рыцарь Пентаклей, это либо какая-то история, действительно, которая касается с важными бумагами, документами, или это история, которая касается денег. Может быть и то, и другое вместе. Может быть оформление, заключение какого-то контракта, соглашение. Есть человек, который к нам приходит на помощь. Причем это не всегда те люди, на которых мы можем рассчитывать. Здесь может быть какая-то другая персона, другой помощник вот такой вот. Вам тогда придется как будто найти этого человека. Вот это будет продолжаться. Но я бы сказала, тут сам человек как по судьбе может искать вас. Тут может быть какая-то, как союз людей, когда вы нужны друг другу. Вот именно так хочу сказать, что будет продолжаться. Вы знаете, вам как какой-то конфликт нужно будет погасить. Да. И тогда праздник после победы. Не получится, мои дорогие, для того, чтобы что-то не просто продолжать, а вот какой-то баланс. Опять же, вот весы, кстати, не часто выпадает это значение. И вот чтобы вам это установить, правда, у кого-то компромисс, а у кого-то и свои какие-то позиции, планы, намерения и цели придется пересматривать. Причем быстро. Карта тоже говорит, времени мало. Но для кого-то это может быть именно перемещение, опять же, какая-то мобильность, какая-то скорость. И мы, если оставим что-то на потом, ну, считайте, потом этого времени мы как не наверстаем. В чем вам помогает фортуна и высшие силы? В чем вы сильны, мои дорогие водолеи, конкретно в решении денежных вопросов? Но я должна сказать, для кого-то из вас этот период августа может подарить, может быть, и в несколько дней, но какой-то приятный отдых. Деньги есть, деньги будут. Тут вам как помогают высшие силы. Или, может быть, решить какую-то сложную тему или финансовый вопрос. Давайте мы тогда узнаем, а что будет внезапно, какие события будут неожиданны для вас. Шикарно. Какие-то поездки,
Карта заслуженного успеха нам говорит о том, что да, это успех заслуженный. Это не совсем на период август. Тогда вот продолжение, вот то, что я говорила, наверное, следует, но мы это делаем первый шаг. И поэтому мужество, да, именно бывает нам необходимо, чтобы решиться на что-то. Ведь, по идее, по этой карте мы как отплываем от какого-то безжизненного берега. А я бы сказала, тут какой-то закон кармы работает. Когда вас судьба, жизнь подводит к какому-то итогу, вы уже понимаете, что, ну вот да, вот как было когда-то, пусть мне придется и видоизменить и себя, на что-то решиться, набраться мужества. Но тут какой-то его величество случай, когда мы говорим «мне фартануло», да, или «мне повезло». Вот что-то такое, как совершенно новые пути и дорожки, перемены, мои дорогие, буквально на пороге. И от вас это потребует, я уже не достаю дополнительных карт, все те энергии, о которых я говорила. Тут можно соединить и темы личной жизни, темы финансов, и темы ваших достижений, мои дорогие. Действительно, тут по аркану императрица. Именно ваш статус в центре вашего внимания. И совершенно новое качество жизни. Я, кстати, не исключаю, что кому-то из вас словно придется, скажем, сесть за парту. Но это я так утрирую, да, как фразу беру, фразу речи. Кто-то будет изучать по вечерам, может быть, что-то, или готовиться, чтобы получить какой-то сертификат, может быть, проходить курсы онлайн. Кто-то может учить языки, потому что эфир, пространство, интернет по этой карте проходит. Кто-то, кстати, перемещение, движение идет, озадачиться вопросом получить, к примеру, права вождения, да, вот такой вот тут все равно элемент нового, мы на новую землю вступаем, значит, нам как будто недостаточно знаний, поэтому это где-то и фортуна вам помогает, но и какие-то открывают перед вами новые горизонты, которые потребуют от вас новых методов воздействия или взаимодействия, но и новых знаний, а все потому, что заслуженный успех он, и не случайно императрица вам выпала также. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете шикарные комментарии, за вашу помощь и поддержку. Оставайтесь, мои дорогие, со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, как и статьи по психологии, так и астрологические прогнозы. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.